Война. День 131. Ситуация на фронтах. Воздух. Учитывая, сколько ракет Х-22 было развернуто за последние 3 недели и серию ударов этими ракетами 29-30 июня, неудивительно, что на данный момент боеспособные ракеты этого типа у ВКС закончились. По крайней мере, кажется, что новых ударов такого рода не было с 1 июля, когда одна из них попала в базу отдыха в Одесской области, убив мирных жителей. Вечером 2 июля Су-30 ВКС выпустил одиночную противорадиолокационную ракету Х-31 по одному из украинских комплексов ПВО в районе Одессы. Насколько известно, ракета попала в другую базу отдыха, причинив материальный ущерб, но без жертв. В период с 1 по 4 июля ВВС Украины ежедневно наносили до 16 авиаударов, в основном по российским складам боеприпасов и командным пунктам. Россияне заявили, что один самолет был сбит в Запорожской области, но видео, которое они предоставили в качестве доказательства, оказалось снятым еще в апреле. Гораздо эффективнее всех операций российской и украинской авиации была серия ударов украинских М142 «Хаймарс» по российским складам боеприпасов. Например, один в районе Попасной, затем один в Мелитопольском аэропорту, один в Чернобаевке, еще один в Снежном. Херсонский аэропорт, который является одной из крупных российских военных баз в этой части Украины, вечером 2 июля подвергся сильным обстрелам украинской артиллерии. В свою очередь, россияне обстреляли Николаев, в результате чего погиб как минимум один мирный житель. Кстати, россияне заявили о нанесении якобы украинского удара по Белгороду и распространяют видеозаписи последствий. Тут выглядит слишком подозрительно большое число видео непосредственно взрыва, еще и снятых с разных сторон, да к тому же ночью. С чего бы это люди были наготове снимать ночью, да еще и в нужном направлении. Всякий раз, когда украинцы действительно наносят удары по России, как со своими БПЛА, например, неделю назад, видео либо нет, либо только спонтанно снятые видеоролики плохого качества. Восток. В районе Харькова последние 4 дня россияне при поддержке ВКС пытались продвинуться дальше на юг, в первую очередь в районе Прудянки, но атаки удалось отбить. Обстрелы города и пригородов не прекращаются. Южнее, в районе Изюма, за последние 3 дня ЗСУ отразили по крайней мере 2, а возможно и 3 крупные атаки на долину. Но россиянам, похоже, удалось захватить большую часть Богородичного. Возможно, в отместку за свои неудачи русские затем обстреляли Славянск и Краматорск, очевидно, из РСЗО БМ-30 «Смерч», что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и большому ущербу нескольким зданиям. Украинские силы отступили из Лисичанска. Проведение организованного отхода – одна из самых сложных военных операций, какие только можно себе представить. Настолько, что, например, многие военные эксперты считают вывод германо-итальянских войск под командованием знаменитого фельдмаршала Эрвина Роммеля из Эль-Аламея в Египте вплоть до Мерс-Аль-Брега в Ливии около 1000 километров его лучшей операцией, главным образом потому, что ему удалось вывести массу своих войск. Суть в Лисичанске была примерно такая. ЗСУ успешно завершили вывод из Лисичанска всех оставшихся войск и всех желающих выйти мирных жителей. Они сделали это уже в ночь с четверга на пятницу, 29-30 июня. Задача состояла в том, чтобы вывести действительно все войска, никого не оставить, как это произошло при отступлении из Золотого Горского, когда россияне захватили не менее 41 солдата. Задача была не из легких, так как оставался только один путь отхода – дорога через Белогоровку и Серебрянку на Северск, и она находилась под постоянным обстрелом русских. Несомненно, бывали ситуации, когда у войск не было другого выхода, кроме как в буквальном смысле бежать, особенно тем, кто уходил последним. В конце концов, к утру пятницы, 1 июля, все вернулись в Северск. Насколько известно, все слухи о том, что в центре Лисичанска остались какие-то войска, ничем не подтверждены. Несомненно, остались десятки уничтоженных или сильно поврежденных автомобилей и большое количество легкого оружия. Это нормально в таких условиях войны. Далее произошло то, что когда в субботу, 2 июля, россияне переправились через Северский Донец у Белогоровки и встретились со своими войсками, наступавшими со стороны Приволья, и с войсками, наступавшими со стороны Верхней Каменки,
они обнаружили в результате карман пустой. Поняв это, они тогда ворвались в Лисичанск и объявили об освобождении города. Согласно десяткам разных источников, фронт сейчас проходит от Белогоровки на Северском Донцу на севере до Спорного, затем до Берестова и до Белогоровки по Т-1302. 1 июля россияне атаковали и чуть не взяли Спорное. ЗСУ отразили эту атаку и сохранили контроль. Если бы русским удалось занять это место с первой попытки, украинцам пришлось бы отступать к своей следующей линии обороны, соединяющей Северск с Бахмутом, что в свою очередь сделало бы вывод последних войск из Лисичанска гораздо более длительным и сложным делом. При этом, по состоянию на вчерашний день, россияне утверждают, что захватили Белогоровку, вроде бы вошли в Верхнекаменское, снова атаковали Спорное, и ситуация там неясная, а их штурм Берестова был отбит. Остальная часть линии разграничения все еще держится. Авдеевка сильно обстреливается и подвергается постоянным ударам с воздуха. Только вчера их было более 20, но атаки на Победу и Марьинку были отбиты. На южном фланге сообщают о большом сражении под Пологами. 2 июля был взорван железнодорожный мост на линии Мелитополь-Токмак, по которому россияне подвозили припасы для своих войск на передовой. В результате поезд сошел с рельс. Юг. Российские войска пытались контратаковать украинцев в Потемкино и Мирном, но безуспешно. Тем не менее, к настоящему времени очевидно, что россияне превратили каждую деревню вдоль линии фронта в укрепление. Как описано ранее, украинцы пытались восполнить недостаток тяжелого вооружения, проводя ночные атаки спецназа, за которым следовала обычная пехота. Первые 2 недели это работало, но потом россияне начали адаптироваться. Тем временем они контратакуют с мощной артиллерийской поддержкой при первых признаках неприятностей. Таким образом, к моменту, когда украинская пехота следует за своим спецназом, уже наступает утро, и тогда они оказываются под испепеляющим огнем противника. Другими словами, ситуация там сильно напоминает ситуацию в середине Ирано-Иракской войны 1980-88 годов, когда КСИР ночью проникали на позиции иракской армии, а утром оказывались подвержены мощнейшим контратакам. И именно поэтому украинцы так долго добирались до Чернобаевки, то есть до западных пригородов Херсона. Это не должно означать, что вот-вот произойдет фактическое освобождение города, а лишь то, что украинцы прорвали по крайней мере первые 2 из 3 российских линий обороны к западу от города. Остальное займет некоторое время. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт War Map.